Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. У меня любимый уехал по делам, поэтому я тут все навела порядок, сделала домашние дела и села немного пораскрашивать и заодно поснимать начало влога и кофейку попить. В одном из влогов я показывала очаровательные ведьмы, сделала здесь подложку акварелью, ну а сейчас, когда есть свободная минутка, подхожу, раскрашиваю карандашами. Браубер-карт, который мне подарила Оксана, и ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Дело потихоньку продвигается, раскрасила тут вот перышко, одежду начала только. Постепенно раскрашу. Была у меня также покупочка «Миллион милых животных» Лулу Майя. Я выбирала между вот этой раскраской и раскраской «Миллион кавайных созданий». Но мне вот это понравилось больше по наполнению, скажем так, поэтому выбрала ее. И мне у Ники Колоринг, или как-то так, я ссылку, наверное, тоже в конечной заставке оставлю. Мне понравилась идея раскрашивать пастельными карандашами. Хорошая идея, но, правда, скорее всего, я все-таки пастельными карандашами прям все здесь раскрашивать не буду, потому что здесь есть и деревья, и, в общем... Но что-то буду действительно именно пастельными цветами, пастельными оттенками раскрашивать. Действительно, раскраска очень такая классная. И если раньше вот из того, что у меня есть от Лулу Майи, я говорила, самая любимая раскраска, на первом месте это «Миллион ленивцев», потом единороги, то теперь у меня на первом месте вот это, потом на втором месте «Миллион ленивцев», и на третьем месте единороги. А все остальные так себе, но может быть еще вот Джон Бигвуд, который спутали с Лулу Майей тогда. Но дело в том, что я буду чуть позже доснимать влог, и я поподробнее там полистаю, расскажу какие-то свои мысли. Я уже здесь раскрасила 2 иллюстрации. Обычно вы знаете, что я покупаю раскраску, сразу ее на камеру начинаю, но у меня не было возможности снимать видео, и поэтому хотелось начать ее. Поэтому я уже здесь 2 иллюстрации раскрасила с огромным удовольствием, прям вот на одном дыхании. Но попозже, наверное, в этом влоге, может, я еще что-то, какие-то свои мысли расскажу, может быть, нет. И вчера я забрала еще из «Читай города» вот «Леденящий ужас», раскрасит этот ужас. Я на канале у Виолетты эту раскраску увидела, он как бы не обзор, она просто вот показывала. Привет тебе, Виолетта, огромная. И мне что-то так понравилось, я сначала ринулась заказывать, уже кинула в корзину, меня даже не смутило, что там она стоит 200 с чем-то рублей. Потом я что-то как-то засомневалась, посмотрела обзор, поняла, что не так много иллюстраций, что-то мне рисовка безумно нравится, что-то не очень нравится. Но буквально прошло 2 дня, и я смогла ее на «Читай городе», там с бонусами, с прочими, заказать за 141 рубль. Так что уже не сомневалась, потому что рисовка тут просто потрясающая. И вот эта смесь, знаете, Хэллоуина и Нового года, просто топчик. Буду с удовольствием раскрашивать. Не все иллюстрации мне прям нравятся, но здесь много иллюстраций, от которых я в полном восторге. Но именно больше всего мне нравится тут рисовка. Я потом тоже к этому вернусь и расскажу. Но в целом она мне, конечно, нравится. Если бы здесь не было всяких ужастиков, да, я бы не сильно расстроилась. То есть мне, в принципе, такая тема нравится, она меня не отталкивает, но это не основное. А вот рисовка шикарная. Кстати, «Миллион милых животных» я заказала тоже с бонусами за 64, кажется, рубля она мне обошлась. Прям вау.
Меня еще ждет одна раскраска, которая мне в 17 рублей обошлась, тоже в Читай-городе. Я ее через Бук24 заказывала, сейчас же очень хорошо. Читай-город, Бук24 и Гоголь-Моголь, они объединились, у них, по-моему, бонусный счет общий и все такое. И из Бук24 можно бесплатно в Читай-город доставку заказать, так что это прям очень хорошо. Ну, по крайней мере, у нас в Москве точно бесплатная доставка из Бук24 в Читай-город. Меня это очень радует. Возможно, еще в Читай-городе у меня будет покупочка карандашей, но не знаю, потому что заказ стоит на одном месте. Я его в целом не оплачивала, поэтому не знаю. Сейчас, может быть, уже доставили, потому что должны были вчера доставить. Сегодня стоит типа доставка 20 ноября, сегодня 21, вообще непонятно. Все-таки подсела я на раскраску Лулу Майи, сижу, смотрю фильм, раскрашиваю я брутфунерами. В общем, как-то очень мне нравится. Вот постепенно как-то, понемножку. Сегодня уже другой день, и я продолжаю снимать свой хобби-влог. Вчера я не полностью, конечно, раскрасила иллюстрацию, так немножко, ну и лежа я, честно говоря, не фанатею раскрашивать, поэтому буду доделывать, но в целом так нежненько. И это будет уже третья иллюстрация в этом месяце в данной раскраске. Уж очень она мне зашла. Эти карандаши у меня из набора Faber-Castell. Я ими вот раскрашивала великолепных драконах, или как-то так, из серии «Волшебные миры». Вот. Получилось, кстати, очень ярко, красиво, и вот эти карандаши как раз по акварели очень даже неплохо ложатся. Вот, собственно, буду их использовать. В чистом виде я не люблю ими пользоваться, потому что именно просто ими раскрашивать, ну, для меня это как-то довольно низковатое качество. Хотя, честно говоря, карандаши, например, премиум 36 цветов из Fix Price стоят гораздо дешевле, но ну, лично мне качество нравится больше, в том числе и Ашан 50 цветов. Вот. Нашла, кстати, свою вот эту вот такую подложку. Наконец-то. Я не могла понять, куда она у меня делась. Так, надо будет еще убраться, потому что я тут затачивала карандаши, все дела. Ну, давайте покажу свои небольшие покупки, буквально, знаете, так, сделанные по случаю. Я говорила же, что там буду забирать свой заказ. Ну, во-первых, в Бук24 я использовала бонусы свои и взяла сад эльфов, потому что чего-то глобального я не собиралась покупать, так как... Нет, вернее, я сначала смотрела на раскраску вот еще раз Ханны Карлсон. То есть у меня так периодически я смотрю и времена года и прочее, но что-то вот за последнюю где-то недели-полторы я несколько раз думала приобрести, но что-то нет, пока точно нет. Ну и я хотела просто потратить бонусы на что-то такое незначительное. У меня из этой серии есть, ну, 2 точно, а может быть даже 3 раскраски. Одну из них я закончила, там что-то с единорогами связанное. Остальные я не знаю, буду я заканчивать или нет. Тогда у меня просто было настроение. Но периодически что-то там раскрасить мне нравится. И, в общем, раскраска мне обошлась в 16 или в 17 рублей всего лишь. Ну, мне кажется, за такие деньги грех не взять. Тут, в принципе, стиль такой, вроде как и эти самые эльфы, но такой русский кич, как мне кажется. Ну, раскрасить можно в разном стиле.
И здесь вроде бы чисто летние, максимум осенние сюжеты, но, не знаю, мне такое даже зимой понравится раскрашивать. Поэтому, может быть, даже в этом видео или в следующем начну, я не знаю, как получится. Вот, так что такая небольшая покупочка была. Ну, за нее мне еще 3 бонуса начислят. Она, по-моему, была в рекомендациях, как мне кажется. А вторая покупка, это уже из Читай-города. Я ее заказала с аккаунта любимого, потому что он зарегистрирован по моей просьбе в Book24. Ну, так как все это сейчас объединили, то я говорю, зарегистрируюсь еще в Читай-городе. Ну и, соответственно, там тоже было 50 баллов, и я их радостно потратила. Это что такое? Я не поняла, что за ерунда. Что за стук такой? Ну вот, я взяла вот такие карандаши акварельные Vista Artista Botanica 6 цветов. У меня уже есть карандаши Vista Artista Extra Fine 12 штук. Вы знаете, что я их очень люблю. Но кто впервые на моем канале, я поясню, что изначально я когда-то взяла Lyra Asilis. У меня 2 набора. Но мне их чисто как акварельные использовать не нравится. А когда я уже задумалась серьезно, что мне купить, я взяла вот этот набор 12 цветов Vista Artista, 12 цветов Kohinoor Mondeluz и 6 цветов, то что больше не было, Sonnet. Ну и из всех мне понравились Монделузы, поэтому я взяла 72 штуки, большой набор. И долгое время очень радовалась, но потом как-то я поняла, что нужно было брать максимальный набор именно Vista Artista. Дело в том, что на любой коробке даже, да, написано, хоть есть одна особа такая, да, которая одно время писала всем там гадости по типу, как мы используем акварельные карандаши, потом она еще и сменила ник, а потом вот. Ну ладно. Короче, везде написано, что акварельные карандаши используют как простые цветные карандаши, как акварельные, как смешанная техника, в общем, как нравится. Ну так вот, для меня идеальные вот эти оказались, потому что большая часть акварельных карандашей, она имеет специфическое довольно нанесение, и в чистом виде это не всегда прикольно. А вот эти, если ими просто раскрашивать, они будут выглядеть как самые обычные цветные карандаши. При этом, когда их начинаешь размывать, они идеально размываются, прям вот как надо, без всяких вот косяков. Вот. И я, когда летом беру на прогулку карандаши, если я знаю, что я захочу там поакварелить карандашами, то я беру этот набор, потому что, во-первых, мне 12 штук более чем достаточно, ну и, во-вторых, я знаю, что и в чистом виде будет отлично, и с размытием, особенно когда нужно там раскрасить снеговичка или, например, снег, ромашку, то есть что-то белое, когда нужно просто выделить элемент, то можно взять желтый или синий, тоненько так по контуру провести этим карандашом и размыть. Получится легкий нежный цвет. И вот эти справляются идеально. Короче говоря, я когда увидела вот эти акварельные карандаши, меня не смутила, в принципе, надпись «Ботаника». Вот. Я смотрела на то, что здесь разные картинки, разные цветочки и, соответственно, разное наполнение. Ну и я выбрала, смотрю, тут мне почему-то показался желтый есть, а желтого здесь не оказалось. Но зато 2 зеленых, вот. И, короче, я их заказала. Если, не помню, да, сказала, по-моему, что они 37 рублей стоили. Ну вот. И когда я их открыла, я сначала так расстроилась, потому что внешний вид у них совсем другой. Как мы знаем, эти карандаши вот имеют такую вот часть симпатичную, хотя когда-то мне это не казалось симпатичным. И здесь вроде тоже вот эта часть запечатана.
Но я думаю, неужели я взяла не то? Потом смотрю, нет, желтого, расстроилась. А зеленые вроде как два, но не совсем те. Вот мы видим. Но расстраивалась я недолго, в итоге я просто счастлива. Сейчас объясню. Самый коротенький карандаш у меня вот этот. И, как видите, он присутствует в наборе. Так что у меня есть запасной карандаш, который я чаще всего использую. Это первое. Второе. Ну, а этот карандаш, его еще, по сути дела, хватит надолго. Дальше. Следующий зеленый карандаш, вот такой. Так, сейчас я возьму листок бумаги. Я, когда его потестировала, я пришла в полный восторг, потому что теперь у меня этот набор как бы расширился. И не просто новеньким цветом, а совершенно обалденным лично для меня. У меня это вот просто в ходу. В общем, я очень счастлива. Так что это плюс. Дальше вот такой цвет. Здесь у меня есть вот оранжевый. К нему, собственно, есть в запас такой же карандаш. А этот идет на расширение цветовой палитры. Очень нежный оттенок. В общем, супер. Так, что касается красного. Ну, красный вот точно такой же. Ну, тоже пойдет как запасной. У меня красные оттенки, не скажу, что очень сильно уходят, но как бы они нужны в любом случае, никуда не денешься, да. И вот этот, на первый взгляд мне показалось, что он черный, на деле он оказался коричневый. Причем такой, знаете, я бы даже сказала, где-то он явно темно-коричневый, а где-то даже кажется, что он немножко в черноту уходит. То есть классно, потому что здесь у меня есть вот светленький оттенок, и теперь к нему будет вот дополнением такой карандаш. То есть у меня, в принципе, цветовая палитра на 3 карандаша расширилась. Это здорово. Так, сейчас я возьму кисточку, наверное, возьму вот эту вот для быстроты. Вот тоже и размывается отлично. Вот смотрите, размывается, не знаю, как вот будет видно, но очень плавно. Нет вот этих вот границ никаких, как частенько бывает. И вот эти тонкие линии мне нравится размывать. И цвет растягивается очень хорошо. Так что полный восторг. Я вообще, честно говоря, понимаю, что и акварель в кюветках мне нравится больше, чем белые ночи. Надо вообще аквариста-артиста присмотреться. Так, ну и телесный, конечно же. У меня кисточка, конечно, грязновата. Нехорошо, ну ладно. Тоже очень получается нежный. Возможно, даже для кожи подойдет. И вот коричневый, он такой прям при размытии вообще чистый темно-коричневый оттенок. Потому что здесь вот он немножечко такой и посветлее, и немножечко уходит в красноту. В общем, вот такая покупка была. Она вроде как небольшая, но неплохо. Я даже подумала, может, и еще таких наборчиков приобрести, но я подумала, что, знаете, за полную стоимость я лучше возьму большой набор этих карандашей, а так небольшие наборы брать, ну это если там баллы на день рождения начислят, и я ничего другого не найду, то может возьму, как-то так. Но честно, могу их посоветовать, потому что кто смотрит видео постоянно, знают, что они у меня в использовании мелькают частенько. Вот.
Насчет вот этой раскраски я ее еще тоже не начинала, поэтому в ближайших видео я ее начну. Я вот не помню, я когда первый фрагмент снимала, что я там говорила. Ну вот, конечно, самая моя любимая иллюстрация, наверное, из-за которой я даже ее приобрела, это была... Так, сейчас где она? Ну, где ты? Вот эта вот иллюстрация. Я же сначала не заметила этот унитаз, но это меня вообще привело в полнейший восторг. И мы с подружкой, она ко мне тут заходила, пока я Андрей там с ноутом помогал, еще рассматривали, тоже так развлекались. И она говорит, конечно, говорит, фантазия у того, кто это придумывал, больная, но это прекрасно. Это в любом случае прекрасно. Она сказала, что ее детям, наверное, бы понравилось такое. На что мой любимый сказал, что, ну, говорит, мы-то люди взрослые и понимаем, что это типа просто юмор, а как бы неокрепшая психика, они могут это воспринять по-другому. Ну, не знаю. Я лично ничего плохого здесь не усматриваю. Мне нравится. Хотя вот не могу сказать, что я прям что-то такое жутенькое до безумия люблю, но мне нравится. И большую часть иллюстраций я с удовольствием, просто с удовольствием пораскрашиваю. Ну и перелистываю вот эту раскраску. Конечно, тоже здорово. Мне вот эта тема кактусов очень-очень нравится. И цветочки здесь красивые. Не, ну что-то повторяющееся, конечно, есть такое похожее, но на предыдущие издания, но вообще, конечно, классно. Она мне очень зашла, так что я покупкой довольна. Ладно. Это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. И до скорой встречи. Всем пока-пока.